Всем панкейк! Как вы думаете, что случится на огромном пассажирском лайнере, этаком городе, размещенном на воде, если он попадет в сильнейший шторм? Просто представьте, вы собираетесь в отпуск, планируете потягивать коктейли у бассейна, выигрывать деньги в казино и танцевать ночь напролет, пока огромная махина перевозит вас через океан или к теплым островам, а вместо этого во время круиза у вас получается только думать о выживании и молиться. Мало кто представляет такое, пока не случится страшное. Не думали об этом и пассажиры круиза, заснявшие по-настоящему пугающие кадры, достойные самых масштабных фильмов катастроф. Сегодня я расскажу и покажу вам шторм на пассажирском лайнере глазами очевидцев. Для начала, что вы знаете о современных круизных лайнерах? Если ваши знания заканчиваются просмотром фильма «Титаник», то забудьте. Нынешние пассажирские корабли сделают его, как Усейн Болт, черепаху. Сейчас это огромные монстры высотой с 15-этажный дом и длиной в 3 футбольных поля, которые вмещают на своих палубах не только комфортные каюты со всеми удобствами, но и различные рестораны, бары, спа-салоны, бассейны и всевозможные развлечения, будь то казино, теннисные корты или стена для скалолазанья. Да, есть и такие. Например, один из участников сегодняшнего видео — Гимн морей. Корабль длиной 347 метров. Это 6 пизанских башен, это почти 4 статуи свободы, это больше, чем Эйфелева башня. Это, ладно, думаю, вы поняли. По-настоящему огромный монстр. Так вот, даже это не самый большой в мире круизный лайнер. Глядя на таких гигантов, сложно поверить, что их может поколебать хоть что-то, но океан — это мощная стихия, способная швырять огромные корабли, как перышки или соломинки, смотря что вам больше нравится. Даже очевидцы, попавшие 3 марта 2019 года в 3-бальный шторм на корабле Norwegian Escape, испытали на себе все прелести крена лайнера на бок. Людям приходилось уворачиваться от летящих в них столов и стульев. Пассажиры, оказавшиеся в зонах общего доступа, получили травмы. Вокруг было очень шумно, в барах падали бутылки с алкоголем, в ресторанах посуда из шкафчиков. Корабль же не получил повреждений и спокойно добрался до порта Канаверал, где всем нуждающимся оказали первую медицинскую помощь, после чего лайнеру было разрешено продолжить рейс, как ни в чем не бывало. На этом приключения Norwegian Escape не закончились, и в марте 2022 он сел на мель из-за сильных порывов ветра, но это уже совсем другая история. Итак, мы выяснили, что 3 балла шторма на круизном лайнере можно пересидеть в каюте, проспать и ничего не заметить. Но подождите, спросите вы, а что за баллы у шторма? Кто их выставляет? Баллы выставляются по шкале Бофорта, которую приняла Всемирная метеорологическая организация. В этой шкале 12 уровней от штиля до урагана. Каждому уровню соответствует своя скорость ветра и воздействие ветра на сушу или, в нашем случае, на море. И если 0 баллов — это штиль с зеркально-гладким морем, то при 12 баллах скорость ветра может быть выше 120 км в час, высота волн достигать 20 метров, видимости никакой, а воздух наполнен пеной и брызгами. Понимаю, вас не трогают эти сухие цифры. Настало время узнать, что будет с пассажирами на лайнере, если шторм разойдется на полную катушку. Подобное случилось с Anthem of the Seas. Тот самый Гимн морей в феврале 2016 года попал в ужасный шторм по пути к Карибским островам. Лайнер шел мимо Северной Каролины, когда капитан попытался обойти эпицентр шторма, но это не спасло лайнер от 9-метровых волн и ветра скоростью 201 км в час. Волны настолько сильно били по кораблю, его качало и трясло настолько, что пассажиры решили, они пойдут на дно. Посуда, горшки с цветами, стулья летели во все стороны и разбивались. На одной из палуб пострадал и сам лайнер, у него попросту обвалилась часть потолка. Вышла из строя одна из 2 корабельных силовых установок «Азипод». Они обеспечивают движение судна, а также заменяют рулевое устройство и кормовое подруливающее устройство. Если вы смотрели хотя бы один фильм про крушение корабля, то наверняка видели сцену, как вниз по лестнице с ковровой дорожки интенсивно льется вода, затопляя палубу. Вот и пассажиры Гимна морей видели подобное, только не на экране, а в жизни. И действительно, глядя на такие кадры, сможете ли вы сказать, это съемка очевидцев или новый фильм Джеймса Кэмерона? В итоге инцидента 4 человека из почти 6000 получили легкие травмы. Большинству пассажирам и экипажу удалось отделаться только испугом. Легким ли? Сомневаюсь. Anthem of the Seas также попадал в шторм в сентябре 2016 года. Порывы ветра оказались слабее, и ущерб кораблю был явно меньше, хотя пассажирам также пришлось безвылазно сидеть в каюте часть путешествия и потрепать себе нервы. Как вы уже поняли, мы идем по нарастающей. И следующим будет корабль, чуть не ставший еще одним экспонатом на известном норвежском кладбище кораблей. В марте 2019
2019 года пассажирский лайнер Viking Sky попал в сильный шторм у берегов Норвегии. По словам команды, погодные условия были приемлемы для возможностей корабля, но что-то пошло не так. Из строя вышли все двигатели, лайнер накренился на 41 градус, волны от 10 до 15 метров привели к большим повреждениям, да таким, что на борту начали происходить многочисленные пожары. Корабль дрейфовал к скалистому берегу, а мебель внутри него летела в людей и ломалась о стены. Просто представьте ужас пассажиров, когда они видят в иллюминаторы приближающиеся скалы, корабль трясет, через разбитые окна внутрь помещений льется вода, в одном из залов обвалился потолок, а все, что вы можете делать, это ждать, когда на помощь придут другие корабли. Ведь спасательные шлюпки не могли помочь в эвакуации пассажиров из-за волнения в море. Тогда экстренные службы подключили вертолеты, которые вызволяли людей всю ночь. На эвакуацию почти 500 человек вертолетам понадобилось 30 полетов. Шторм был настолько серьезным, что проблемы с двигателем возникли даже у одного из спасательных судов. К утру экипажу удалось перезапустить 3 из 4 двигателей лайнера, и эвакуация была прекращена. Один из моряков, первым прибывших на помощь, рассказал, что если бы экипажу не удалось запустить двигатели, лайнер потерпел бы крушение, попав на скалы. В какой-то момент до берега оставалось 100 метров. Не просто так это место у норвежского берега зовется кладбищем кораблей. В этой аварии пострадало 17 человек, 4 из них получили серьезные травмы. После запуска двигателей Viking Sky своим ходом добрался до ближайшего порта и высадил на землю оставшихся 436 пассажиров и 458 членов экипажа, после чего был отбуксирован на ремонт. По-настоящему слаженная работа служб спасения. А вот следующий случай наверняка не сможет оставить вас равнодушными, ведь в этот раз все очень серьезно. 14 февраля 2005 года круизный лайнер Grand Voyager попал в шторм в 100 километрах от острова Минорка в Средиземном море. Ну, попал и попал, скажете вы, но так уж вышло, что морские законы просты. Чем тяжелее корабль, тем сложнее шторму его перевернуть, а Grand Voyager, хоть и пассажирский круизный лайнер, но не самый большой и не самый тяжелый, длиной всего 180 метров. Грубо говоря, даже меньше Титаника. Поэтому, когда на него обрушился 8-бальный шторм с волнами высотой 14 метров и скоростью ветра в 100 километров в час, лайнер так сильно накренился, что почти перевернулся. Сильная волна разбила стеклянное ограждение на палубе судна, и вода проникла внутрь рубки, что привело к повреждению системы управления двигателями. На самом деле они просто-напросто вышли из строя. По всему кораблю отключилось электричество. Все было настолько страшно, что не работало даже радио. Капитан как можно скорее подал сигнал бедствия с помощью аварийного передатчика. Мощности этого передатчика обычно ни на что не хватает. Вот и в этот раз все сигналы бедствия скорее передавал танкер Гимми. Он был ближе всех и первым принял сигнал бедствия. Спасательным службам же приходилось общаться с лайнером при помощи азбуки Морзе, что, по словам представителя, было очень плохим сигналом. К вечеру у экипажа получилось запустить 2 из 4 дизельных двигателей. Корабль добрался до порта на острове Сардиния. В результате аварии несколько пассажиров получили незначительные травмы. Всего на борту Grand Voyager, по разным данным, находится от 732 до 776 человек, в том числе 474 пассажира, большинство из которых испанцы. Отмечу, что на борту все это время творился тот еще бардак. В то время как по полу катались огнетушители, на несколько частей развалился рояль, летала и ломалась мебель. В общем, все на корабле пострадало от шторма и ударов волн. Кабаре продолжало развлекать команду и пассажиров, а бар продолжал разливать всем вермут. Как говорится, шоу должно продолжаться. Вот такой день всех влюбленных. Многие очевидцы, находившиеся на пассажирских лайнерах и паромах во время сильного шторма, описывают это как очень пугающий опыт. Оно и понятно. Когда хотелось нежиться под солнышком, вкусно ужинать в ресторане и плавать в бассейне, а нужно попытаться сохранить равновесие, не попасть под летящую мебель, оставить при себе съеденную еду, а за окном бездонный океан, и корабль по всем ощущениям уже тонет. Впечатление не из приятных. Однако, несмотря на все, большинство пассажиров высоко оценивают профессионализм экипажа и принятые меры безопасности. Хотя вряд ли так могут сказать пассажиры Norwegian Breakaway, попавшие в историческую метель. 4 января 2018 года восточное побережье Северной Америки накрыла редкая по своей мощи метель. Циклон «Бомба», как назвали ее эксперты, привел к масштабным разрушениям и гибели людей по всему побережью. Улицы городов затапливало водой на юге и засыпало снегом на севере, аэропорты не работали. А в прибрежной зоне начался сильнейший шторм, в который и попал Norwegian Breakaway по пути с Багамских островов в Нью-Йорк. На своем борту лайнер нес 6000 человек. И действительно, кадры с кораблем скорее похожи на фильм ужасов, чем на тропический круизный рай, ведь это настоящий
корабль-призрак, покрытый снегом и льдом, с поручней свисают сосульки. Ветер 198 км в час раскачивал корабль и заставил его накрениться. Люди не могли стоять на ногах, им приходилось держаться за мебель и лестницы. С полок летела посуда и незакрепленные вещи. Шезлонги, оставшиеся на открытой палубе, ветер крутил в смерчи, как щепки. Людям приходилось ночевать в коридорах и местах общего пользования, ведь их каюты были залиты и непригодны для сна. Некоторые, наоборот, не могли выйти из каюты из-за качки, страдали от недомогания и плохо справлялись с морской болезнью. Крен был такой сильный, что люди падали со своих кроватей, что приводило к переломам и сотрясениям мозга. Страх привел к тому, что часть пассажиров на протяжении 3 суток не вылезала из спасательных жилетов. Вода из-за борта проникала везде. Текла по полу, лилась в шахты лифта и капала с потолка. Экипаж пытался справиться с водой, используя лишние одеяла, одежду и полотенца, но это не помогало, воды было слишком много. Капитан и его команда держали пассажиров в неведении, им оставалось только молиться, переживать и публиковать гневные сообщения в Твиттере, что они больше никогда не купят круиз на Norwegian Breakaway, ведь идеальный отдых превратился в снежный ад. Знаю, после всего, что вы услышали, в это будет сложно поверить, но современные круизные лайнеры проектируются очень устойчивыми с учетом сильных штормов осенью и зимой в Атлантическом океане. Благодаря механизированному управлению кораблями и более современной технологии в навигации большинство из пассажирских лайнеров современности, попавшие в шторм, смогли избежать катастрофы. Зачастую к авариям приводит человеческий фактор. В погодной сводке оказались цифры скорости ветра в 3 раза ниже, чем было по факту, или капитан неправильно оценил погодные условия и не принял необходимые меры для безопасности пассажиров и экипажа во время сильного шторма, что, конечно, может привести к катастрофе. Или же капитан просто переоценил прочность своего корабля и современные технологии. В любом случае, здесь, как и с самолетами, каждый случай крушения, аварии или любой другой инцидент освещается в средствах массовой информации очень подробно и во всех подробностях только потому, что случаются не так часто. Хотя вряд ли это успокоит тех, кто посидел на одном из тех лайнеров, о котором я сегодня вам рассказал.